Цели достигнуты. Победа, завершение операции, перезагрузка отношений, резкие удары по союзникам и возможность вернуться на Ближний Восток для точечных атак. Новая тактика Трампа лишит ли Украину помощи? Главные заявления. Крупнейшее наступление с начала года, удар по военной колонии ВСУ, массированный залп, экстренная ситуация. Киев заявляет о тяжелых боях, Кремль отверг предложение Зеленского. На Западе заговорили о поражении США. Тяжелый просчет, Иран ударил по 16 беспилотникам МQ Reaper. Баллистикой по Генштабу, Минобороны, зданию ФСБ на Лубянке и не только. Перенос войны из регионов России в Москву, названы цели, объявлена эвакуация. Новый секс-скандал в США. Супруг главы Министерства внутренней безопасности при Трампе переодевался в женщину и платил деньги за виртуальное общение. Кому и когда начнем платить больше из-за боевых действий? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, я начинаю. Коррупция на фронте. В Украине раскрыли масштабную схему хищения дронов из проекта «Армия дронов». По данным следствия, к организации причастен командир подразделения ВСУ. Он действовал в сговоре с гражданскими. В течение 1,5 лет участники схемы списывали беспилотники как утраченные в боевых условиях, а на самом деле перепродавали их через подконтрольные каналы. Всего присвоили более 340 дронов, а общая сумма свыше 15 миллионов гривен. Схема действовала сразу в нескольких регионах и охватывала территории Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областей Украины. Полученные деньги вкладывали в недвижимость, автомобили и ювелирные изделия. В частности, офицер купил 4 квартиры в элитном доме на побережье Черного моря всем членам семьи. Сюда он поселил и своих родителей, и родителей жены. Еще одна квартира была для сдачи в аренду, а 4-я исключительно для отдыха офицера с женой, сообщили в Государственном бюро расследований. Стереть с лица земли здание ФСБ на Лубянке, в Москве, а также другие ключевые объекты украинскими ракетами. О необходимости это сделать заговорил главный конструктор и совладелец украинской оборонно-технологической компании Firepoint Денис Штиллерман в интервью программе «В гостях у Гордона». Он считает, что перенос атак на столицу России с приграничных районов необходим для того, чтобы россияне почувствовали войну. Конструктор уверяет, что у Украины уже существует баллистика в варианте до 300 километров, а более дальнобойная версия до 850 километров должна появиться в ближайшей перспективе. При этом, по его словам, ракета «Фламинго» имеет дальность до 3000 километров. Отдельно Штиллерман и Гордон обсудили удары по Крымскому мосту. Совладелец Firepoint отметил, что переправу невозможно полностью разрушить обычными средствами. Речь может идти лишь о повреждении пролетов. Также Штиллерман заявил, что Украине уже не критически нужны ракеты «Таурус», поскольку часть задач способны решать собственные разработки. В целом его позиция сводится к демонстрации растущих возможностей Украины и готовности наносить удары по наиболее чувствительным целям РФ. Цитирую. «У них все сконцентрировано в Москве. Что происходит в Белгороде, никак на настроение в России не влияет вообще. Что происходит в Калуге, Рязани, Туле, Череповце, им все равно. Они это не видят, не ощущают никак. Я считаю, и это мое личное мнение, как обывателя, Лубянку нужно стереть с лица земли. Генштаб, Минобороны, Московский НПЗ, Алмаз-Антей, что еще там, какой-нибудь Хруничева, Звезда, Стрела». Роскосмос эвакуируется в тыл. Ключевые мощности ракетного центра имени Хруничева перенесут из Москвы в Омск. Производство двигателей «Энергомаша» из подмосковных «Химок» в Пермь. Об этом заявило руководство корпорации. Официальная причина – снижение себестоимости серийного производства. При этом конструкторское бюро «Энергомаша» останется в Химках. Отмечу, центр имени Хруничева – одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли России. Его продукция используется в том числе в военных целях. В 2023 году предприятие попало под санкции ЕС, а «Энергомаш» – основной производитель двигателей для российских космических ракет. Орбану грозит поражение на выборах. Шансы его партии победить резко упали. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на новый опрос социологов. Согласно исследованиям, партия Орбана Фидес может набрать 37% голосов, что уже на 2% меньше, чем на прошлой неделе. В то же время у главного конкурента Орбана, оппозиционного политика Петера Мадьяра и его партии ТИСа, рейтинг вырос до 56%, говорится в материале. Разрыв между лидерами гонки 19%.
Опрос провели на фоне нового скандала. На днях стало известно, что министр иностранных дел Петер Сиярто регулярно передавал информацию о переговорах в ЕС напрямую своему российскому коллеге Лаврову. Выборы в Венгрии привлекают к себе огромный интерес, поскольку рассматриваются как геополитическое противостояние между Европой и Россией, пишет Bloomberg. Опрос показал, что Тиса может получить 2/3 мест в парламенте, тогда как другое исследование предполагает, что ей может немного не хватить до этого уровня. Мадьяр призывает избирателей дать ему так называемое супербольшинство в парламенте, чтобы устранить не только Орбана, но и его систему, включавшую заполнение независимых институтов политическими союзниками. Он пообещал сместить президента, высших судей и генерального прокурора в случае убедительной победы. Полная переоценка событий, отношений с Европой и Украиной, а еще победа, уничтожение и цели достигнуты. США машут рукой Тегерану, но в любой момент вернутся для точечных ударов. Такова тактика Америки. Трамп вновь уверяет, Тегеран проиграл, Штаты победили. Произошло то, чего он сам не ожидал – смена режима. Кроме того, Вашингтон, как уверяет Белый дом, сделал Иран неспособным создать ядерное оружие. Новую победную речь услышал мир. А скоро увидит детали сделки. Западная пресса опять пишет, США и Иран якобы обсуждают возможное соглашение, которое предполагает открытие Ормузского пролива, если огонь утихнет. Об этом пишет Axios со ссылкой на 3 американских чиновников. Одновременно с тем поступают и другие, но противоречивые заявления, говорится в материале. Цитирую. В среду Трамп заявил, что Иран якобы попросил США о прекращении огня, но подчеркнул, что рассмотрит это только при условии открытия пролива. Китай и Пакистан во вторник предложили мирную инициативу в этом же ключе. Министерство иностранных дел Ирана быстро опровергло заявление Трампа, а Тегеран последовательно отрицает наличие прямых переговоров с Вашингтоном. Вторая главная тема последних суток и заявлений, звучащих из Белого дома и Вашингтона, это раскол НАТО и выход США из альянса. О том, что Америке не нужен альянс, в Вашингтоне начали говорить практически с самого начала операции «Эпическая ярость». Ведь союзники отказали Трампу в помощи. Уже на этой неделе заявления лишь усилились. Трамп в ярости и не подбирает слов, пишет The Telegraph. Все американские СМИ также с большой уверенностью прогнозировали, что в своей речи к нации в ночь на 2 апреля Трамп не обойдет эту тему стороной. Это самый сильный сигнал на сегодняшний день, что Белый дом больше не считает Европу надежным оборонным партнером после того, как союзники отвергли требования Трампа направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Трампа спросили, пересмотрит ли он членство США в НАТО после окончания конфликта. Он ответил: «О да, я бы сказал, что это даже не подлежит пересмотру. Я никогда не поддавался влиянию НАТО». Financial Times пишет, что Трамп даже угрожал прекратить поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к коалиции по Ормузскому проливу. США при этом заговорили о поражении Америки, стратегическом. Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления Трампа. И если Штаты выходят из войны без решения проблем с Ормузским проливом и объявляют о победе, то о победе заявит Иран. При этом проиграют все равно Штаты. Цитирую. Но завершение войны при сохранении контроля Ирана над проливом будет воспринято в мире как стратегическое поражение США. Иран наверняка объявит о своей победе и может посчитать, что восстановил сдерживающий фактор против будущих атак. Кроме того, он, скорее всего, попытается монетизировать свое новое положение, вводя сборы за проход танкеров по этому маршруту. Месяц войны обошелся Вашингтону в копеечку. Издание Axios и телеканал CBS News пишет об огромных потерях США. Уже десятки миллиардов долларов потрачены. Выбита и техника на миллиарды, включая F-35, радары и ударные самолеты. Самолет AWACS, дозаправщики и знаменитые дроны MQ Reaper. CBS уточняет, что над Ираном на этой неделе потеряны еще 2 беспилотника MQ-9 Reaper, а общее число сбитых — 16 штук. Средняя стоимость одного такого аппарата составляет порядка 34 миллионов долларов. США также израсходовали более 850 крылатых ракет «Томагавк», запущенных с надводных кораблей и подводных лодок. «Мы выпустили очень много боеприпасов», заявил начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл на отдельном мероприятии в Центре стратегических и международных исследований. Запасы боеприпасов серьезно пострадали.
Крупнейший мотоштурм армии России, попытка прорыва обороны ВСУ. Россия бросила в бой силы для одного из самых масштабных наступлений на славянском направлении с начала года. В атаку пошли мобильные группы на мотоциклах, сразу несколько волн, с расчетом быстро зайти вглубь позиций. Украинские военные заявляют о попытке переломить обстановку за счет такого массированного штурма. При этом, говорят, атака не была успешной для сил ВС РФ. Цитирую. В целом ситуация на направлении остается сложной. Противник постоянно подтягивает ресурсы и не оставляет попыток занять более выгодные рубежи на славянском направлении для дальнейшего продвижения. Чтобы помешать действиям наших военных, враг пытается контролировать основные логистические пути, используя средства дистанционного минирования и беспилотники. Удар по колонне военной техники ВСУ нанесли и российские силы. Об этом сообщает мониторинговый канал Deep State со ссылкой на недавно назначенного Зеленским советника министра обороны Стерненко. Военные аналитики пишут, что украинцы порой зря смеются над механизированными штурмами россиян, ведь украинские командиры также отдают приказы о подобных наступлениях и бросают в бой людей с техникой, несмотря на большое количество дронов в небе. На этот раз удар был нанесен при попытке украинских военных доехать до Покровска. На кадрах остатки сожженной техники после попытки штурма, и это уже не техника противника. По предварительной информации, которая нам стала известна, колонна даже не доехала до Покровска. Ее обнаружили и уничтожили еще на этапе выдвижения. На данный момент российские силы активно закрепляются в Гришино и пытаются удержаться на северных окраинах. В то же время Кремль вновь обратился к Зеленскому. 1 апреля там прозвучало, что Зеленский уже сегодня должен был принять решение о выводе войск из Донбасса. А помощник Путина Ушаков намекает, Путин готов к остановке огня. Ушаков сказал следующее. Если бы Зеленский правда принял решение о выводе войск из Донбасса, это открыло бы перспективы для урегулирования многих вопросов и позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий. При этом Москва отвергла предложение Киева о пасхальном перемирии. Это очередной такой заход, излюбленный заход Зеленского, очередная пиар-акция, и нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих европейских, западноевропейских союзников для того, чтобы заполучить перемирие сроком на 1 месяц, на 2 месяца с целью восполнения потерь, перегруппировки и подготовки ВСУ к продолжению боевых действий. Мы видели этому множество подтверждений, свидетельств достаточно. Лукашенко анонсировал большую войну. Страна готовится к боевым действиям. Никакого мирного времени быть не может, заявил Лукашенко на совещании по подведению итогов комплексной проверки вооруженных сил страны. По его словам, сейчас в Беларуси около 70 тысяч вооруженных военных, и в случае войны их численность может вырасти до 500 000 человек. Также Лукашенко предупредил военных о личной ответственности. Если они не докажут свою состоятельность, то ни один из них не останется в должности. А за состояние техники военные будут отвечать головой. Также Лукашенко заявил, что Беларусь учится на опыте России в войне с Украиной. Мы готовимся к войне. На то мы и вооруженные силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать. И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. И если мы будем готовы воевать, нас будут бояться, это немаловажно. Война, вот ты от меня услышь это, война началась. Именно в этой ситуации вы должны действовать. Германия отвергла призыв Еврокомиссии работать жителям ЕС из дома и меньше ездить на автомобилях. Министр экономики страны Катерина Райхе заявила, цитирую, «У нас нет дефицита, его нет и в Европе. Нефть, газ, дизель и керосин у нас доступны. Зато дефицит наблюдается преимущественно в восточноазиатских странах, таких как Южная Корея или Вьетнам».
Напомню, что 31 марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что нефтяной кризис, спровоцированный войной с Ираном, приведет к длительным потрясениям. Он призвал европейцев переходить на удаленку, вспомнить ковидные времена, работать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а также настоятельно рекомендовал странам ЕС в срочном порядке внедрять возобновляемые источники энергии, предупредив о затяжном энергетическом кризисе, конца которому не видно. Массовая отмена авиарейсов. Мировая авиация входит в турбулентность и готовится к худшему сценарию из-за топливного кризиса. Об этом пишет The Telegraph. Из-за войны на Ближнем Востоке и перекрытия Мормузского пролива цены на авиатопливо взлетели более чем в 2 раза. Для производства авиационного керосина требуется больше нефти, чем для бензина и дизеля. Поэтому сокращение поставок сырья особенно сильно бьет по авиарынку, отмечает издание. В начале этой недели было отменено 7% мировых вылетов. Это более 7 тысяч рейсов за сутки. Главный удар по Северной Америке. Там отмены уже достигают почти 15%. Взлетели цены на авиабилеты, в среднем на четверть. Но это только начало, говорят аналитики авиаотрасли. Новый секс-скандал разгорелся в США. Муж экс-главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм переодевался в женщину. Расследование появилось в британском таблоиде Daily Mail. Журналисты опубликовали фотографии 56-летнего супруга бывшей чиновницы. На них мужчина позирует в розовых обтягивающих шортах и костюме телесного цвета с воздушными шарами под одеждой, которые имитируют чрезмерно большую и асимметричную грудь. Эксперты говорят, что тайная жизнь мужчины могла угрожать национальной безопасности США. Ведь пока он переодевался и платил взрослым моделям за откровенное виртуальное общение на спецплощадках, его жена работала на самом высоком уровне власти. Саму же чиновницу отправили в отставку в начале марта из-за любовной связи со своим советником. Вот что пишет издание. Брайан откровенно восхищался телами моделей после операции, признавался, что его привлекает очень большая, даже чрезмерная грудь, и позволял себе неосторожные высказывания о своем 34-летнем браке с бывшим министром внутренней безопасности Кристи. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи, как всегда, уже завтра.